Судьбоносная встреча в Пекине. Война закончена? Мир может стать свидетелем шоу столетия. Расскажем вам обо всех деталях. Праздник в Кремле. Путин хочет мира. Что это? Реакция на заявление Белого дома или Москва действительно готова к уступкам? План поражения России готов. В Британии озвучили пошаговую инструкцию, как добиться капитуляции Путина. Пойдут ли на это союзники Украины? Пропагандисты слетают с катушек, они берут города в кредит и платят с процентами. Ужасающая тактика российских штурмов доведена до абсурда. Город в огне, настоящий хаос и террор на улицах. Власти в панике бросают спецназ. Банды, минометы и сотни боевиков. Ситуация быстро выходит из-под контроля. Это и многое другое. Главное событие. Утро понедельника, 21 июля. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Москва празднует, Кремль ликует, а рубль растет. А Трамп, похоже, снова ограничился громкими словами. Хотя президент США и выкатил 50-дневный ультиматум Путину, по сути, его жесткий ответ оказался скорее шоу, чем стратегией давления. Об этом пишет британский аналитик Самуэль Романи в колонке для The Telegraph. По данным автора, в Кремле восприняли заявление Трампа с облегчением. Вместо ударных санкций разговоры о вторичных тарифах, которые практически невозможно применить. А тем временем Россия наращивает удары. 400 дронов и ракет по Украине всего за один день. 160 тысяч войск сосредоточены у Купянска и Покровска. Наступление уже на пороге. Что предлагает британский аналитик? Закрыть лазейки в санкциях, в первую очередь ударить по Росатому, который оккупировал Запорожскую АЭС и спонсирует военку, заблокировать теневой флот из 600 танкеров, с помощью которых Россия обходит нефтяные ограничения, расширить вооружение для Украины. Текущие поставки слишком скромные. Один Патриот стоит $1 миллиард, каждая ракета $3,7 миллиона, а снарядов нужно миллионы. Трампу стоит подумать и о поставках томагавк, если Путин продолжит наступление. Инвестировать в украинские технологии. Украинцы уже создали дроны-перехватчики и ракеты «Нептун» с дальностью до 1000 километров. Зеленский предложил США технологическую сделку. Украина дает дроны, Штаты дают оружие. И это может стать ключом к победе. Ну а Путин готов к переговорам. Правда, только по своим правилам. Кремль снова заговорил о мире, но не ради компромисса, а ради достижения целей. Дмитрий Песков заявил пропагандистам, что Владимир Путин по-прежнему хочет урегулировать войну в Украине мирным путем. Это длительный процесс, он требует усилий, он непрост. И, скорее всего, в Вашингтоне все больше и больше это понимают. Россия готова двигаться быстро. Нам главное достичь своих целей. Наши цели понятны, очевидно, они не меняются. Но процесс зависит не только от нас. Звучит как предложение переговоров с заранее оговоренной капитуляцией. Параллельно Песков прокомментировал резкие заявления Дональда Трампа, назвав его стиль жестким, но привычным, и обратил внимание на то, что Трамп все же говорит о поиске мира. Напомним, накануне президент США объявил о новом пакете помощи Украине с системами Патриот и ультиматумом 50 дней на прекращение огня, иначе санкции. На этом фоне слова Пескова выглядят как сигнал: Кремль готов к торгу, но не к уступкам. После месяцев торговой блокады Китай внезапно нарастил экспорт редкоземельных магнитов в США в 7 раз. Всего за июнь 353 тонны, плюс 660% к маю. Причина? Вашингтон и Пекин тихо договорились. Китай снова пускает в мир критическое сырье, а США снимают ограничения на поставки передовых чипов для искусственного интеллекта. Но подвох в деталях. В сравнении с прошлым годом экспорт все равно упал на 38%, а за полгода минус почти 19%. Китай по-прежнему контролирует 90% мирового рынка магнитов, от которых зависят электрокары, ракеты и турбины. Любой сбой, и снова остановятся конвейеры в США, Японии и Евросоюзе. Сделка спасла мировую промышленность, но надолго ли хватит хрупкого перемирия? Как думаете вы? Не забывайте написать свое мнение в комментариях.
Французский Лимож горит уже 6-ю ночь подряд. Около сотни человек в масках и с арматурой окружили полицейских в районе Валь-де-Лоранс и устроили настоящий террор на улицах. Были разгромлены машины, в них семьи с детьми. Центральная дорога перекрыта, начались жесткие столкновения. 150 организованных головорезов. Это, по сути, структурированная ситуация городского партизанства. То, что у них в изобилии минометы, что они угоняют машины, что они блокируют движение, неприемлемо. Все началось около часа ночи. 19 июля группа вооруженных молодчиков прошла по району Сея-хаус. Пострадали как минимум 10 полицейских. Власти подозревают, это война между бандами. Район не спит с 14 июля. Он горит каждую ночь. В ответ Париж отправляет туда 60 подразделений спецназа. Ситуация накаляется, и, похоже, это уже не просто бунт, а начало серьезной войны за контроль над улицей. Трехсторонняя встреча в Пекине, о которой писало издание The Times, под вопросом. Мир действительно может увидеть редкую политическую картину. Путин, Трамп и Си Цзиньпин на одной сцене в Пекине на праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны. Но в Кремле, правда, об этом пока не знают, хотя ранее анонсировали визит Владимира Путина туда, именно в эти даты, с 31 августа по 3 сентября. В программе саммит ШОС и торжественное мероприятие на площади Тяньаньмэнь. И теперь главный вопрос. Прилетит ли Дональд Трамп? По версии The Times, если он согласится, это станет мощным позитивным сигналом миру. Об этом заявил китайский политолог Цзинь Цаньжунь. Но все не так просто. Тайваньский аналитик Вэнь Тысун считает, что вероятность участия Трампа ничтожно мала. По его словам, Трамп может отказаться, не захочет выглядеть одним из 3 друзей на китайской вечеринке и, скорее всего, предложит встретиться на своей территории. После инцидента с шахедом из фанеры, который пересек границу Беларуси, в Литве заговорили всерьез. Стране срочно нужны мобильные группы для охраны неба. И это не просто разговоры. Служба общественной безопасности заявила, что готова взять под контроль воздушное пространство. Главное — дать оборудование и зеленый свет. Команды могли бы быть оснащены мобильными радарами, способными обнаруживать малые беспилотники, средствами борьбы с дронами и автоматическими пушками. Такое оснащение позволило бы обнаруживать приближающиеся к важной инфраструктуре дроны или воздушные шары и блокировать их, чтобы они не приблизились к охраняемым объектам, либо, в случае потенциальной угрозы, их сбивать. Служба общественной безопасности поддержала инициативу и напомнила, у них уже есть опыт охраны ключевой инфраструктуры, а значит, если государство даст финансирование и четкий мандат, защита будет. Причем реалистичная и современная, особенно с учетом войны в Украине и опыта борьбы с массовыми атаками БПЛА. Поводом к действиям стал случай 10 июля. В Литву залетел некий летающий объект из Беларуси. Сначала думали, что это шахед. Премьер-министра и главу Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, это был фанерный дрон, похожий на российскую Герберу, сопровождаемый белорусским Ми-35М. Российская армия очень быстро и очень успешно берет украинские города. Правда, в кредит, так утверждают пропагандисты. Что это значит? В зоне специальной военной операции есть такое понятие у ребят взять населенный пункт в кредит. Ты слышал это? Все понятно, да. Вот. Отчитались, что уже взяли, а на самом деле еще не. Да, понимаешь, и бывает, что берут в кредит города, а потом, когда они его взяли в кредит, надо же платить по кредитам. И вот тогда начинаются мясные штурмы, к примеру. То есть, если обещанный несколько раз населенный пункт взять не получается, они просто увеличивают количество людей, которых отправляют на штурм. Все просто. Кроме российских оккупантов, Украину атакует еще и природная напасть. Запорожскую область настигла гигантская волна египетской саранчи. Плотность насекомых местами достигает 80 особей на квадратный метр. Это в разы выше порога, при котором они становятся разрушительной силой.
По данным местных медиа, нашествие началось с территории пересохшего Каховского водохранилища, эпицентра экокатастрофы после подрыва дамбы российскими военными в 2023 году. Ученые предупреждали, что деградация экосистемы приведет к подобным последствиям. И вот первый тревожный звоночек. Власти пытаются сдержать наступление, защитить урожай, но ситуация оценивается как чрезвычайно опасная. Саранча угрожает не только сельскому хозяйству, но и всей продовольственной безопасности региона. Украина готовится забрать у России почти 7 миллиардов долларов. Международные арбитражи признали, «Газпром» и Россия должны Украине почти 7 миллиардов, и это только начало. Украинские послы получат четкие задачи, как превратить вердикт в деньги. Сейчас уже есть несколько положительных решений международных арбитражей на сумму 6,9 миллиарда долларов. Это абсолютно справедливое решение, демонстрирующее ответственность России, «Газпрома» и утверждающее силу международного права. Готовим конкретные шаги по взысканию этих средств. Речь идет о делах, в которых «Газпром» не просто проиграл, его обязали заплатить. В феврале поражение в одном деле, в июне еще одно. «Нафтогаз» отсудил 1,37 миллиарда долларов. Теперь все зависит от дипломатов. Цель – заставить Кремль расплатиться через аресты активов, через международное давление, любыми способами. Гибрид тигра и льва родился в румынском частном зоопарке. Нечастое явление, но такое бывает. Это животное называется лигр. Хозяин зоопарка говорит, что у этого котенка есть еще и сестра. У меня около 600 животных, из которых нам известно о 576, но учитывая, что сейчас сезон спаривания, никогда нельзя знать наверняка. Малыш весил 650 граммов, его сестра менее 600. Будем следить за их взрослением вместе с вами. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.